Привет велолюбителям и велотуристам! В этом видео я хотел бы показать, с каким снаряжением езжу я, что я с собой беру в велопоходы. Оно достаточно дешевое, заказано на Алиэкспрессе в Китае. Но также оно вполне качественное. Я уже испробовал его в нескольких походах, и оно зарекомендовало себя очень даже неплохо. Этот метод велотуризма называется байкпакинг. В байкпакинге используется два или три велобаула. Вот этим способом путешествуют люди, у которых велосипеды в основном не предназначены для велобаулов, и они хотят качественно, быстро и налегке путешествовать. Итак, что мы берем с собой из снаряжения? Самое главное, наша палатка. Это Nature Hike Cloud Up 2. Весит 1500 грамм. Следующее, немаловажный фактор, который позволяет нам с комфортом и с легкостью преодолевать любые расстояния. Это спальник Aegis Max, пуховый, 520 грамм. Тоже все куплено на Алиэкспрессе, ребята. Это очень дешевый бомж-пакет для туриста. Это наш спальник. Следующее. Я с собой не беру каремат, как обычный ижевский коврик. Я беру с собой надувной легкий коврик. Это тоже от фирмы Nature Hike Ultra Light, 500 грамм. Следующее. От этой же фирмы, тоже заказано на Алиэкспрессе, Nature Hike, это плащ-пончо. Оно же и куртка, и ветровка, и что угодно, и подкладка. Это просто ткань, которая не промокает. Она очень легкая, около 100 грамм, по-моему. Из нейлона D20. Есть такой же, разные есть виды, короче. Так. Вот в такой сетке я беру с собой личные вещи. Это все, что я брал. Одна часть вещей на мне в велопоходе, другая часть в этой сумке, которая чистая. Потом мы стираем и меняем местами. Следующее. Наши сумки, в которых мы будем все это вести. Все это мы складываем сюда. Наш шлем, это обязательно. Объяснять тут нечего. Так, набор инструментов и ремкомплекты. Что с собой я беру? Вот такой микро инструмент Топик. Вполне очень легкий, классный, мне нравится. Размыкатель цепи, потому что стоит замок. И цепь нужно мыть каждые 100 километров. А это у нас каждый день. Запасная камера, замотанная вот так вот, чтобы она не продырявилась в этой сумке. И немножечко стяжек. Этого нам достаточно. Смазка для цепи. Она на основе воска. То есть она очень легко смывается водой. Для того, чтобы мы могли в любых условиях, без керосина, всякой хрени, бензина, могли ее помыть. Следующее. Вот такая вот запасочка на доливочку в наши покрышки. Они бескамерные. То есть мы едем на камера, это вообще супер экстремальный вариант, когда у вас просто разорвалась покрышка. А так у нас залита жидкость самоклеющаяся. Также мы берем чуть-чуть латок и клей. Это мы на двоих берем. На двоих общее снаряжение это насос. Так, что из личного? С собой я также беру заказанный на Алиэкспресс вот такой вот рюкзак. Он маленький, раскладывается. Мы в нем возим в основном или воду, когда едем на привал, после покупки воды в магазине. Так, следующее, что я беру, это вот такая вот сумка. Здесь я храню свои документы, деньги. Так, вот этого ножа нам хватает вполне для всего. Что угодно он может решить любой вопрос. Мы не берем с собой тесаки. Так, это для съемок. Штатив, собранный из разных запчастей. Микро. Зарядка. Это на один порт. Вообще лучше брать с собой на 3 порта зарядное устройство. Сейчас у меня его с собой нет. Вы сможете зарядить любые устройства, все, которые вы с собой возьмете. Телефон,
Это шнуры для телефона и для пауэрбанка. Пауэрбанк обязательно на 10 тысяч. Ну, нам хватает на 1000. Вообще, хватит вам вполне 10-тысячного пауэрбанка одной штуки. Все. Следующее. Это вот такой вот полотенечко. Здесь минимальный набор гигиенических. Здесь не все, еще нужно мыло. Мыло и туалетная бумага. Мылом мы моем все. И посуду моем, и волосы, и себя моем. Все моется мылом. И цепи тоже моются мылом. Вот такого вот размера полотенечко. Такого полотенечка мне хватает вполне покупаться, умыться и все. Я не беру с собой большие банные размеры. Зачем оно нужно, я не знаю. Лишний вес, лишний размер, лишний объем. И вот такая вот зубная щетка. Раскрывается. И чистим ей зубки. Иногда чистим ей цепи. Я шучу, конечно. Также для приготовления пищи мы берем вот такую раскладную канистру. Ей можно, на одного вообще можно покупаться, если воды нет. Но в основном мы берем что-то приготовить. Или если нет, если рядом вода, то вообще ее не набираем, и она не забивает нам сумки местом. Вот это в общее снаряжение. Вообще палатку мы делим на двоих или на троих. Сколько, ну, это двухместная палатка. То есть это общее снаряжение. Это идет к ней тоже подкладка мат. То есть вы можете свой использовать плащ-пончо тоже как подкладку под палатку, чтобы не продырявить палатку, и она служила вам верой и правдой много лет. Вот это гермомешок. Это гермомешок от надувного коврика. Он же является его насосом. Можно надувать вот этим гермомешком через вот этот клапан, надувать ваш матрас и спать на нем как король. Что я хотел сказать по поводу матраса. Когда мы его надуваем, вы спите с комфортом, как будто бы вы спите на кровати дома. И высыпаетесь, а это немаловажно в походе. Высыпаетесь и чувствуете себя на утром просто замечательно. С собой я беру вот такие вот тапки. Обуви у меня только велообувь из обуви с собой. И я беру эти тапки для каких-то там похождений в душ и так далее. То есть они маленькие, то есть занимают мало места. Вот эта походная кухня, она же тарелка, она же чашка, оно же все. Это в этом вся соль, чтобы все было многофункционально. То есть это наша тарелочка такая. Вот, вот даже с похода остались еще чай в ней. Баллон на 100 мл газа, крышка, так вода быстрее закипает. Ложка титановая тоже. Кстати, чашка тоже титановая, ложка титановая. Все из титана, все максимально легкое, но стоит приемлемых денег. То есть мы вот сюда переложим, чтобы все красиво уместилось в кадре. Переложим вот сюда. Вот такая вот горелочка накручивается сверху на баллон. И все, она тоже из титана, весит 45 грамм. Все это весит очень мало, очень легкое. И с этим классно и комфортно путешествовать. Также я беру с собой очки. Это обязательно. И вот такая вот штука. Это закрепить телефон на руле. То есть если мы берем ее одну, тот, кто ведет по GPS карту, все, две на команду не надо. То есть здесь можно, ну, если кому-то надо, закрепить здесь телефон свой. На любой здесь подойдет, на 6+, 7+, на любой телефон. Также с собой нужно обязательно взять сидушку. И на ней мы будем сидеть, готовить. И это также будет ветрозащита для нашей горелки. Видите, все многофункционально. Вот это вот все, что я брал с собой в поездку. Здесь очень мало вещей, и они все классные. Мне они нравятся, и они стоят по сравнению с таким же снаряжением достаточно приемлемых денег. Можно еще удешевиться, и ничего от этого не поменяется. Главное путешествовать. Итак, все вещи, которые я вам показал, помещаются вот в эти
2 баула. Я их заказал в Мурманске, искал я их долго. Это классные сумки, они зарекомендовали себя очень хорошо, мне они очень понравились. И я рекомендую этого парня, оставлю ссылку в описании на эти сумки. Мне понравилось. То есть это классные, продуманные вещи, то есть тут все комплектующие, все продуманные и зарекомендовали себя хорошо в поездке. Мне понравилось. Сюда мы помещаем нашу палатку, снаряжение для еды, часть еды, какие-то ремкомплекты и так далее. То есть это быстрый доступ, то есть на руле его быстро доставать и раскручивать. Сюда мы складываем наш спальник, все это закручиваем в гермомешок. То есть они в принципе водонепроницаемые, но мы закручиваем все равно дополнительно в гермомешок. Туда складываем нашу одежду, в самый низ запихиваем, потому что она нам потребуется только при стоянке. Останавливаемся мы в конце дня, поэтому это все в конец дня запихиваем до самого дна. Потом у нас идет спальник, точно так же мы его запихиваем, а сверху оставляем место для сменной одежды. То есть остается для ветровки, куртки или каких-либо дождевого снаряжения. То есть как-то так. Также у нас здесь имеется, вот тут есть сумочка, она называется funny bag или хомячка. То есть сюда мы кладем то, что мы будем кушать на протяжении всей нашей поездки дневной. В этой сумке у нас лежат или конфеты, или орехи, все, что вам надо. Также сюда можно просто положить телефон. Так, вот такие вот есть шнурки, все, кармашики, все отлично держится. Здесь закрывается, раскрывается, шикарная сумка. Тут у нас все на замках, скручивается с двух сторон, чтобы вы могли разместить груз ровно по центру. На этой сумке предусмотрены вот такие вот крепления для фонарей. То есть сюда мы спокойно просовываем наш фонарик, защелкиваем, включаем габаритный огонь. Все раскручивается, шикарная фурнитура. Мне очень понравилась эта сумка. Что еще я беру с собой на велосипед? Я надеваю 2 бутылки. В основном, рассчитываю, в какое время года мы будем ехать. То есть то ли это 2-литровые бутылки, то ли пол-литровые и так далее. Или 1 бутылка, то есть как-то так. И все. И этот велосипед вполне подъемный, одной рукой становится. И его он легко преодолевает любые препятствия. Вы прыгаете с любых корней, корях и бордюров. И все. Здесь не нужен баул никакой, он не перевешивает назад. Вы едете как на настоящем кросс-контрийном велосипеде. Также здесь вилка стоит обычная, воздушная. Мы ее подкачиваем до нужного давления после загрузки велосипеда. Вот эта палатка Nature Hike, она весит около 1,5 килограмма. Она компактная и мне нравится она классная. Здесь комфортно можно спать, 2 туриста вполне комфортно ложатся, и в тамбуре можно разместить свои вещи. Она очень вместительная, из хороших материалов, хоть она и китайская, но я не замечаю различий. Здесь есть карман сверху, больше карманов нет, есть крючок для света и там отверстие под вентиляцию. Здесь мы выкладывали в этом тамбуре свои вещи, запаковывая их в полиэтиленовые пакеты, чтобы роса не выпадала на нашу одежду и она не была мокрой. Очень рекомендую эту палатку, мне она понравилась. Вот это мой пуховый спальник. Вот так вот выглядит пуховой спальник. Здесь у нас все на замках. Он имеет маленькую молнию для облегчения веса. То есть у него наполовинку идет молния. Здесь у нас застежка и все. Все получается во благо веса.
очень легкий и очень качественный. Также мне нравится вот этот матрас. Он просто, вы спите как дома на матрасе ортопедическом. Он просто шикарен. Очень нравится, вы спокойно ложитесь. Здесь качественный материал. Это не резина, это реально классная ткань, такая прорезиненная, просиликоненная. Он прочный. Я люблю этот матрас. Я без него никуда не собираюсь путешествовать. Также тут представлено два варианта. Супер легкий вариант с москитной сеткой, и если идет дождь, то использовать как водоотталкивающую пленку ваша пончо, которая тоже очень легкая. Вот этот набор, это вообще супер легкий. Так вот эта палаточка, это просто москитная сетка для лета. Она весит 250 грамм. Вот представьте, лишние 1,5 килограмма просто убираете. Здесь будет спать, конечно, попрохладнее, но летом-то это наоборот в кайф. Здесь вы просто выкладываете свой карематик, ложитесь спать себе спокойненько и застегиваетесь и спите. И все, у вас все шикарно. Вы не будете покусаны эти злобными комарами. И все. Здесь вы натягиваете стропу, и это пончо, оно растягивается, оно имеет вот такие вот оттяжки и люверсы. И вполне здесь, оно специально для этого создано, чтобы создавать укрытие над вашим ночлегом. Так, спасибо велотуристам за просмотр. Я в этом видео рассказал про свое велоснаряжение. Надеюсь, оно будет для вас полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ссылочка вот тут где-то, колокольчик обязательно нажали. И все ссылки оставлю в описании. Кому будет интересно, можете себе заказать. Я это уже проверил. Здесь все отличное. Все, всем пока.